Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе. Сразу после анонса по обыкновению я представлю вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины «Блудный сын» Лусева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. Затем мы совершим очередное путешествие по знаменитым загадкам глубокой древности. И сегодня, друзья, нас встретит Древний Египет, а проводником выступит сам Эхнатон. Да, рукодельничать будем сегодня в компании египетского фараона. Внешность этого молодого человека говорила о его интеллектуальности и чувственности и нисколько не обнаруживала мужественного борца и реформатора. Тем не менее, именно он и в невиданно короткий срок сломал многовековую религиозную традицию, связанную с культом верховного бога Аммона. Создал новый государственный культ Атона, солнечного диска. Так как же удалось Эхнатону преодолеть религиозный консерватизм масс? Это извечное свойство общественного сознания, сохранившееся в полной мере и в нашем 21 веке. За 12 лет произошел полный отказ от старого культа, складывавшегося в течение тысячи лет, в пользу нового. Случай, как в предыдущей, так и в последующей истории, беспрецедентный. Чем же был вызван религиозный переворот? Как смог осуществить его молодой фараон? Что же это за сила в кратчайший срок, революционно переломившая вековые устои? Эти загадки, друзья, и многое другое касаемо фараона Аменхотепа IV, он же Эхнатон, и ждут нас на страницах истории во второй части видео. А сейчас вышивка. И начну я, друзья, как обычно, с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. А дело было так. 5 августа, понедельник. Я продолжаю вышивать, друзья, могучий дуб. 6 августа, еще один день прошел. Добавилось 400 крестиков к дубу. Дуб растет. 7 августа, ночь. Да, друзья, у нас осталось еще 635 до полного окончания этого участка. Итак, все крестики заняли свои места, и наш тенисто-дубовый участок финишировал. Теперь мы незамедлительно переместимся вправо, разметим следующий и приступим к вышивке. Как вы понимаете, следующий участок будет содержать всю такую же пышную дубовую крону, а также, друзья, он у нас ознаменует окончание третьего угла картины. Вот так второй день уже угол третий заполняется дубовой листвой. Наконец-то я добралась до 49 крестиков одного символа. Вот так они расположены. Нужно искать тропинку, чтобы связать их друг с другом. Ну и, конечно же, некоторые крестики здесь выступают как единички. Вот так. Вот в основном вот так и расположены все символы. А вот какой участок из 107 крестиков одного символа. Его будет очень удобно и быстро вышивать, потому что тропинки, тем более я вышиваю крестиком, есть возможность зайти в какой-то глухой кут и оттуда вернуться нормально. В общем, и вот такие приятные расположения крестиков тоже встречаются. Пятница, 9 августа, принесла нам 803 крестика. И, друзья, тадам,
уголочек у нас вышит. Вот такой микроуголочек третий. Готов. Ну и, конечно, когда эта область вышьется вся, то можно будет уже с твердой уверенностью сказать, что угол третий полностью вышит. Листва, тень от дубовых листочков. Вот такие красивые, интересные переходы цветов. Здесь и черный, и черно-темно-синий. Вот. И сами листики красивые. Теперь вот такие замечательные участки крестиков. Вот такие прекрасные тропиночки. Верхний. И пошел вправо, вверх. Ну, здесь где-то я, конечно, зацеплю, сделаю закрепочку и пойду дальше, не прерываясь. Замечательные участки. А следующий символ принес нам вот такой вот крестиковый квест. Но мы его успешно пройдем. Куда-то мы пойдем полукрестиком, а затем крестиком верхним стежком вернемся обратно и продолжим путь к финишу. Итак, друзья, мы в шаге от кульминационного момента. Нам предстоит вышить предпоследний символ на данном участке. Нам осталось сделать еще один шаг. Вернее, вышить еще один символ, заключительный, и все. Фрагмент готов. Та-дам! Третий угол картины, дубовый, тенистый, готов. Вот так дубочек смотрится издали. Такая красота. Сколько тени, сколько листвы. И сквозь шелест слышится. Он вернулся. Теперь приступаем к вышивке нового участка. Тоже в 2500 крестиков. Ну, кое-что у нас здесь уже вышито. Когда мы вышивали близлежащие, выходили за их пределы. И здесь нас ждет тоже веточка дуба и стена дома. Самая крупная площадь, которая будет вышиваться одним цветом, будет состоять из 134 крестиков. Так что участок обещает быть сложноватым. Но мы справимся. Приступаем к вышивке. Сегодня 10 августа. Пятница. Вечер. Вышила 260 крестиков. Вот так это выглядит. И на сегодня все. А следующие 2 дня принесли нам 715 крестиков. И вот так они выглядят на данном участке. Уже хорошо просматривается веточка дубовая. Ну и светло-песчаными ниточками заполняется стена дома. Еще 2 дня и 1500 крестиков завершили данный фрагмент картины. Вот такая красота, друзья, у нас получается. По-прежнему меня радует уже готовый третий угол, верхний правый угол картины. И все, теперь устремляемся вниз к 4-му. Вот такой результат на сегодняшний день. Как видите, друзья, все время, отведенное для этой работы, а это 10 дней, было посвящено взращиванию на конве мощного, раскидистого, играющего на ветру своей сочной кроной дубу. А у христиан, напомню, дуб – это эмблема Христа как силы, проявляющейся в беде, твердости в вере и добродетели. Вышивался этот фрагмент картины, как я вам демонстрировала, по-разному. Встречались и цветовые пятнышки,
Это сплоченные группы крестиков и разобщенные, но находящиеся при этом на досягаемом друг от друга расстоянии. Такие, конечно, сообщества крестиков вышиваются непрерывной нитью. Ну а основное размещение стежков– это россыпь одного символа, многие крестики которого можно характеризовать как единички, так как нить при вышивке прерывается, а время для его окончания увеличивается. Да, друзья, такие элементы картины, как дуб, стена дома и почва – вышиваются сложнее, чем даже сами персонажи. Хотя верхняя часть одежды молодой женщины, тоже помню, далеко не из легких. Она многоцветна и многоединична, при том, что это небольшой был участок вышивки. Но, друзья, мы все преодолеем, все участки вышьем и будем, в конце концов, любоваться результатом. Да, друзья, результат стоит всех наших усилий, на мой взгляд. Ну и что, осталось нам озвучить результат в цифрах. Вышито уже 79,2% картины. В крестиках это составляет 171 330. За 10 дней мне удалось вышить 7210 крестиков. И нам осталось всего 45 тысяч, друзья, 470. Да, только прежде прибери в комнату. Вымой окна, натри полы, выбели кухню, выпали грядки, посади под окнами 7 розовых кустов. Познай самое себя и намели кофе на зимний день. Да. Ну что ж, по основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. На этой работе, друзья, разгрузочные дни закончились. Уже тоскую по небесной легкостью. И начались суровые строительные будни. Здесь нас вновь встретил наш начатый дом, вернее, его черепичная крыша. Описать впечатление от вышивки черепицы могу только такими словами. В моем доме не выражаться. Уровень сложности на этом участке вне конкуренции. Но мы справимся, эко-невидаль. И вот, друзья, как это было. Прошло 2 дня, и вот такой результат уже на конве. Вышито 1120 крестиков. 4-й день вышивки принес нам 635 крестиков и завершение данной выделенной области. И даже, друзья, более того, мы вышли хорошо за границы, но планировала я, конечно, сразу закончить все-таки эту черепицу, но день подошел к концу. Спать пора, и не вздумай со мною ты спорить. Засиделись немного. Прошу тебя, сделай монтаж. Теперь касаемо математики. Есть приятные новости. Вышито уже 8,84% картины. В крестиках это составляет 30 650. Да, друзья, мне удалось вышить 2745 крестиков. И впереди еще осталось 315 800. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы за 14 дней в общей сложности. Мне удалось вышить 9955 крестиков. Впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Сразу хочу поблагодарить вас, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Итак, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Казни египетские. В 1419 году до нашей эры на египетский престол вступил фараон Аменхотеп IV. Это был совсем еще молодой человек, чья внешность говорила о его интеллектуальности и чувственности, и нисколько не обнаруживала мужественного борца и реформатора.
Тем не менее, именно он и в невиданно короткий срок сломал многовековую религиозную традицию, связанную с культом верховного бога Амона, создал новый государственный культ Атона, солнечного диска, покинул прежнюю столицу Фивы и построил новую, грандиозный город Ахитотон. Он отказался от своего прежнего имени Аминхотеп, Амон доволен, и назвал себя Эхнатоном, полезный Атону. На эти удивительные реформы ему потребовалось всего 6 лет. На 12-м году правления фараон запретил употребление слов «бог» и «боги», они в сознании людей были связаны с прежними культами, на том основании, что над миром властно одно лишь солнце, видимое нами как диск, а Египтом и сопредельными странами правит его именем владыка Эхнатон. Полезный Атону фараон умер на 17-м году своего правления. Короткой оказалась и жизнь новой религии. Вскоре бог Амон был восстановлен в своих правах. Жители оставили великолепную столицу, построенную Эхнатоном, а спустя четверть века Эхнатон был объявлен еретиком, и именно его ближайших наследников повсеместно уничтожены. Чем был вызван религиозный переворот? Как смог осуществить его молодой фараон? И совершенно непонятно, как удалось Эхнатону преодолеть религиозный консерватизм масс. Это извечное свойство общественного сознания, сохранившееся в полной мере и в нашем 21 веке. За 12 лет произошел полный отказ от старого культа, складывавшегося в течение тысячи лет, в пользу нового. Случай, как в предыдущей, так и в последующей истории, беспрецедентный. Большинство предложенных объяснений исходят из личных качеств правителя, не захотевшего делить власть жрецами. Существует и другая точка зрения. Превращение Египта в мировую державу требовало денационализации египетской религии. Названные обстоятельства существенны, однако никак не объясняют ряда весьма характерных особенностей переворота, совершенного Эхнатоном. К тому же указанные выше причины не исчезли после смерти Эхнатона, но все-таки прежняя религия была восстановлена. Что же это за сила в кратчайший срок, революционно переломившая вековые устои? Как можно предположить, что такая революция могла быть успешной при том лишь условии, что она шла не столько сверху, сколько снизу, выражая настрой населения. Это сами массы отшатнулись от старых богов. Очевидно, они пережили какую-то глобальную трагедию, с которой старые боги не справились. О гигантском взрыве вулкана на острове Санторин в Эгейском море, происшедшем около 1450-1400 годах до нашей эры, написано много. Этот катаклизм интересует в первую очередь исследователей, занимающихся проблемой Атлантиды и гибелью древней цивилизации на острове Крит. Но мало кто обращает внимание на совпадение времени этого взрыва с периодом, когда был совершен переворот Эхнатона. В результате взрыва вулканические выбросы на долгое время закрыли непроницаемым ядовитым облаком небо на огромном пространстве восточной части Средиземноморья, включая Египет. Сейчас часто пишут, что это была та самая тьма египетская, о которой повествует Библия, в связи с исходом евреев из Египта. Естественно, что такие экстраординарные события, как вызванные извержением Санторина, многодневная египетская тьма, цунами, массовое отравление вулканическими газами и тому подобное, могли резко изменить религиозный настрой масс. Однако при попытке обосновать эту идею с помощью письменных египетских источников мы сталкиваемся с парадоксальным фактом. Никаких явных упоминаний о санторинской катастрофе в египетских письменных памятниках вообще не обнаружено. Египтяне сознательно умалчивали в дошедших до нас записях о происшедшей трагедии. Может быть, это своего рода табу на воспоминания о Божьем гневе? А может быть, это табу связано именно с деятельностью Эхнатона?
Итак, когда умер Аменхотеп III, его вдова занялась подготовкой похорон в старых традициях. Первый год правления Аменхотепа IV знаменовался какими-то неприятными событиями. О них молодой фараон глухо вспоминал позже, на 6-м году своего царствования. В начале 2-го года правления он включает в свою титулатуру слова «единственный для Ра», то есть имеющий исключительное значение для Солнца. А двор фараона в Фивах получает необыкновенное название «Замок ликования на небосклоне». И это очень странно. Дело в том, что в замках ликования проводился обычно праздник, который по египетской традиции отмечается в год 30-летия правления фараона, когда, как считалось, возникает опасность физической слабости фараона, и надо позаботиться о его возрождении. Этот обычай идет от времен первобытных общин, когда вождя умерщвляли по достижении им определенного возраста. Позднее, с развитием цивилизации, вместо вождя убивали раба, а потом этот ритуал стал символическим. Естественно, предположить, что название «Замок ликования» было вызвано успешным преодолением каких-то неполадок, происшедших с Солнцем. Но на 4-м году правления фараону опять пришлось услышать что-то очень дурное. И Аменхотеп IV усиливает пропаганду культа солнечного диска Атона. Объявляется, что он отец царствующего фараона, и его имя вместе с именем фараона пишется в картушах. Перед словом «Атон» ставится знак жизни Анх, означающий «доживет». Появляется и официальное изображение Атона, круг со змеей внизу и множеством лучей, оканчивающихся кистями рук. Никакого человекоподобия, присущего изображениям старых богов. Возникает новое богослужение, не в храмах, как прежде, перед статуями богов, а под открытым небом, обращаясь непосредственно к Солнцу. В начале 6-го года правления произошло нечто худшее по сравнению с услышанным царем ранее. С этого момента события развиваются бурно, происходят радикальные преобразования. Весной этого знаменательного года совершается грандиозное жертвоприношение Солнцу. Фараон принимает новое имя Эхнатон, основывает новую столицу Ахетатон, небосклон Атона. Возможно, Эхнатон покинул Фивы из-за противодействия новому культу фиванских жрецов. Но почему столь жестко зафиксировано место строительства новой столицы? Как бы то ни было, столица бурно росла, а вместе с нею росли масштабы поклонения Солнцу. С 9-го года правления начинается энергичное уничтожение из надписей имени Амона. 12-й год правления Эхнатона ознаменовался объявлением настоящей войны всем старым богам. Само слово «бог» отвергается. Как и царь, так и само солнце называются только владыками. Люди разного общественного положения, получившие при рождении имена старых божеств, заменяли их именем солнца. Впрочем, чаще это было имя древнего бога солнца Ра, нежели имя царского солнца Атон. На 17-м году правления Эхнатон умирает. Имя этого фараона было настолько почитаемо, что его преемник, вопреки традиции, присоединил к своему титулу эпитет, выставляющий его любимцем почившего владыки. Преемник Эхнатона был почти ребенком, ибо умер в возрасте около 20 лет, процарствовав не более 5. Но не позже 3-го года его царствования возвращается почитание прежнего бога Амона. Вскоре из имени нового фараона исчезают слова Атон и Эхнатон. В Фивах слово «бог» опять входит в употребление, хотя лучезарное многорукое солнце еще по-прежнему озаряет в Ахетатоне изображение новой царской четы. И жена фараона сохраняет в своем имени слово Атон. Складывается своеобразное двоеверие. После смерти этого фараона на престоле опять ребенок, 5-7-летний Тутанхатон. Примерно 4 года спустя его имя приобретает всем хорошо известное звучание Тутанхамон. Вскоре двор фараона покидает солнечную столицу Ахетатон, хотя обосновывается не в прежней столице Фивах,
а в Мемфисе. Тутанхамон умер молодым. После него на престоле оказывается старый царедворец Эйе, правивший 4 или 5 лет. При нем двоеверие сохранялось. Преемник Эйе Харемхеп, энергичный и умный деятель, бывший военачальник при Тутанхамоне, не был связан родственными узами с ушедшей династией. На престол его возвело жречество Амона, столь сильно пострадавшее от реформ Эхнатона. При Харемхебе начинается повсеместное восстановление и расширение старых храмов. Фараоны Эхнатон, Сменкхара, Тутанхамон и Эйе, чьи имена связаны с культом Атона, объявляются еретиками и предаются проклятию, и вычеркиваются из списков законных фараонов. В официальных египетских хрониках после Аменхотепа III значится Харемхеб. Правда, часть египтян втайне продолжают сохранять верность Атону. Вероятно, что-то заставляло их помнить о видимом солнечном диске. Так закончился уникальный период в истории Египта. Он продолжался примерно 40-50 лет, из которых более половины приходится на время после Эхнатона. Такая живучесть солнцепоклонничества говорит о том, что оно не было просто капризом Эхнатона, как часто пишут, а отражало какие-то существенные объективные факторы. Но все-таки новая религия была разгромлена. Этому способствовал целый ряд причин, часть которых лежит на поверхности. Отсутствие достойных преемников, могущество озлобленных жрецов Амона и других богов, слишком быстрый темп перестройки в такой консервативной области, как религия, известная абстрактность учения позднего Эхнатона. Огромное значение имели, конечно, и внешние политические неудачи Эхнатона, приведшие к отпадению от Египта богатых областей в Сирии и Палестине и на юге. Но, по-видимому, была еще одна причина – исчезновение тех факторов, которые непосредственно стимулировали реформы Эхнатона и которые можно связать с извержением Санторина. Архипелаг Санторин в Эгейском море находится в 120 километрах к северу от острова Крит и примерно в 700 километрах от дельты Нила. В нем сейчас 5 островов, возникших после гигантского вулканического взрыва единого острова и серии последующих извержений. Берега главного острова Тиры резко обрываются в море, образуя стену высотой до 200 метров. Глубина залива 380 метров не позволяет судам бросать здесь якорь. Бывший здесь когда-то вулканический конус обрушился, и в результате образовался огромный провал. А перед этим в течение длительного времени вулкан извергал лаву, пепел и пемзу. Оставшаяся поверхность острова покрыта почти 30-метровым слоем вулканических пород. Раскопки на Тире обнаружили свидетельства критской культуры, но не были найдены ни скелеты людей, ни дорогие вещи из золота и серебра. Видимо, люди покинули остров, предупрежденные о грядущей катастрофе какими-то событиями. Что говорили о ней древние? В египетских источниках явных указаний на эту катастрофу нет, однако другие народы сохранили свидетельства, которые можно связать с событиями на Санторине. У греков есть 3 таких предания. Прежде всего, об Атлантиде поведал Платон в своих диалогах Тимей и Критий, хотя это вопрос спорный. Второе предание – поэма Гесиода Теогония, рассказывающая о грандиозной борьбе богов и титанов. Впечатляющие картины поэмы рядом ученых интерпретируются как фазы мощного вулканического извержения. Наконец, третье предание – это рассказ о Девкалионовом потопе, происшедшем в догомеровскую эпоху. Во время потопа была затоплена Аттика, а тучи, говорится в предании, надолго закрыли небо, превратив день в ночь. Информацию об этих событиях можно обнаружить в Библии. В рассказе об исходе евреев из Египта под предводительством Моисея упоминаются казни египетские. Бог посредством Моисея наслал их на Египет, чтобы заставить фараона отпустить его народ из страны.
Среди этих казней превращение Нила в кровь, появление несметного количества жаб, комаров, лягушек и мух, поражение людей страшными болезнями кожи. Наконец, непроглядная египетская тьма, в которую страна была погружена 3 дня. Эти казни легко объяснить, если предположить, что на Египет обрушились мощные ядовитые вулканические тучи, содержащие железистые и сернистые соединения. А в продуктах извержения Санторина, особенно первого, эти соединения содержатся в больших количествах. Катастрофа могла заставить Аменхотепа III, отца Эхнатона, прекратить военные походы, в результате чего и наступил в его царствовании период дружеских отношений с соседними странами. А все интересы Аменхотепа IV в будущем сосредоточились на религиозной реформе. Почему это произошло? Вероятно, никаких намерений что-либо менять в том сказочно великолепном мире, который оставил ему отец, у молодого фараона при вступлении на престол не было. Но на исходе первого года его правления Египет начинает ощущать последствия первого крупного извержения на острове Санторин. До Египта дошли мощные цунами, мрачные ядовитые тучи, надолго закрывшие небо. Начались затяжные дожди, град, грозы с мощными раскатами грома и молниями. Но главное, эта страна, всегда обласканная благосклонным к ней солнцем, вдруг лишилась его тепла и света. Народ воспринял это как страшное бедствие, трагедию. Жрецы Амуна и других богов пытались справиться с бедствием, но напрасны были их моления и жертвы. Страну охватил панический страх. А для Аменхотепа IV ситуация была драматичной вдвойне. Ведь в Египте фараон не только царь, он еще и бог. И потому все хорошее и все плохое в стране мистическим образом связывается с фараоном. Он был лично ответственен за обрушившиеся несчастья. Аменхотеп IV понимает, отвести беду от страны значит отвести ее и от себя. Может быть, солнце разгневалось на Египет из-за недостаточного внимания к нему? А может быть, египтяне молятся не тем богам, и статуи их в темных храмах не могут помочь людям? Надо молиться видимому солнцу, а не старым богам. С этой радикальной идеей Аменхотеп IV и выступает перед народом. Именно в это время он вводит в свою титулатуру слова «единственный для Ра». Действия фараона как будто достигают цели. Спустя некоторое время извержение прекращается. Солнце вновь появилось над Египтом. Народ ликует. Тут и возникает идея о ликовании на небосклоне, связываемая с выздоровлением солнца. Но не проходит и 2 лет, как все повторяется. Но теперь фараон знает, что надо делать – молиться и приносить дары новому богу, солнечному диску Атону или его древнему предшественнику Ра. Старые боги отодвигаются на второй план. И снова через некоторое время извержение прекращается. Опять солнце, опять нормальная жизнь. На этом этапе двоеверие, хотя уже и ослабленное, сохраняется, и Атон этого не прощает. На 6-м году правления Аменхотепа IV начинается 3-е извержение, завершающееся гигантским взрывом Санторина. Сопровождаемые гулом дальнего извержения, огромные удушливые тучи, рассекаемые грохочущими молниями, закрывают непроницаемым пологом долину, принося с собой гибель десяткам тысяч людей. Кошмар продолжается день, другой, 3-й. Трудно представить себе весь драматизм этих беспросветных суток. Естественно, что в метущихся толпам все больше должна была зреть жажда увидеть диск солнца, олицетворяемый единственным богом, богом солнца Атоном.
обеты, жертвы, моления, клятвы. И вот, наконец, сквозь тучи прорезается багровый солнечный диск, что вызывает неописуемый восторг и покаянное стремление покончить с двоеверием. Аменхотеп IV становится эхнатоном. Начинается строительство новой столицы, посвященной Атону, где Эхнатон клятвенно обещает построить замок ликования на небосклоне. Выбор места для новой столицы Ахитотона вполне можно объяснить тем, что именно здесь фараон увидел выглянувшее из-за туч солнце, или до этого места докатились волны разбушевавшегося моря. Трагедии завершились, жизнь входит в нормальную колею. Последняя вспышка усиления культа Атона, как уже говорилось, на 12-м году правления Эхнатона, могла иметь самые разные причины. Это и слабые остаточные извержения, следы которых не дошли до наших дней. Это желание Эхнатона логически оформить свое учение о солнечном диске. А может быть, было что-то совсем иное. Как бы то ни было, Эхнатон, спасший Египет от гибели, окружен почитанием. На него все надежды. А вдруг все начнется сначала? Он – гарантия солнечного света, без которого все живое гибнет. И действительно, последующие за взрывом Санторина 11 лет до окончания его царствования протекают без потрясений. Наступает время наследников, опять спокойно. Затаившиеся служители Амона поднимают головы, ведь прошло много лет, выросло новое поколение, для которого все случившееся почти сказка. А вот непрерывные потери земель на востоке и юге страны из-за активности соседних стран – реальность. С этим надо бороться. А кто был богом-воителем, защитником Египта? Амон. А как с ним обошелся Эхнатон? Может быть, вообще все напасти навлек на Египет этот еретик? Скорее предать его проклятию, вырвать с корнем все, созданное им. И только немногие знали, как было на самом деле. Но об этом лучше молчать. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.